Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Май. Что скрывает будущее? События на пороге. Как изменится ваша жизнь в этот период? Давайте с вами узнаем. И у нас серьезные планетарные транзиты, события. Уран в Близнецах. И май – это первый месяц, когда Уран начинает свой долгий путь в 7 лет в знаке Зодиака Близнецы. Мы знаем с вами, что Уран – это планета трансформации, инноваций, революционных перемен, но и нового вкуса свободы. И все вот эти вот основные какие-то тенденции, они влияют на каждого из нас. Хоть даже вы не близнецы, но так или иначе это будет оказывать влияние на нашу жизнь. И более того, может быть, май месяц будет для вас поворотным моментом на долгие 7 лет. Мы с чем-то будем определяться. Итак, что ждет вас в мае? На пороге каких событий вы стоите? И нам буквально и расскажут, и покажут карты старинного цыганского пасьянса. Что для львов на май? Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема, а Уран, хоть мы и расцениваем иногда эту планету как приготовимся, к каким-то переменам, но все же Уран никогда не забирает того, что может быть продолжено, или то, что для вас служит определенным прогрессом. Но, тем не менее, на май посмотрите гости. Либо к вам гости, либо вы кому-то можете собираться, или будут какие-то очень важные контакты, встречи для вас, может быть и важные разговоры. Что еще пока не вижу, пойдем с вами дальше. Какими событиями будет для львов наполнен май месяц? Солнышко, мои дорогие. Я по картам Таро часто говорю, это символ выбора правильного направления. Очень символично всему тому, что я уже сказала, даже по астрологии, по планетарным транзитам. Может быть, вы с чем-то определяетесь. Для вас это, знаете, как какие-то перспективы. Но это не просто перспективы, когда мы ждем возможности сами по себе. Это не обязательно, что нам кто-то что-то предлагает. Мы и сами тут, может быть, проявляем инициативу. Для кого-то из вас эта возможность будет касаться, может быть, личного вопроса, вопроса дома, места проживания, пребывания или планируемо. У вас выпадает подкова. Это семейное счастье, так прописано в пасьянсе. Но у нас сейчас с вами год лошади. А ведь раньше мы знаем, подкова это как на удачу был такой символ. Поэтому для вас, посмотрите, солнце и подкова. Очень доброе время, май. Может быть, я не исключаю, вам придется принимать важные решения. По части, кстати, союза какого-то. Посмотрите, кольцо. Чаще всего кольцо – это как прочная связь. Контакты с каким-то человеком. Может быть, это касается все же личной жизни. Смотрите, и солнце как будто близко, да? И семейный очаг. Вот именно костер – это символ семейного очага. Какие-то важные темы, разговоры по части вашей личной судьбы, может быть, с конкретным человеком, или обсуждать будете для себя что-то планировать. Для тех, кто в паре, вы тут вдвоем можете задумать что-то такое интересное. Но это, знаете, как я вижу, единение души. Это значит какие-то новые возможности. Хорошее настроение, хочется сказать. Потому что нет таких вот карт, я смотрю, пока с вами разговариваю, чтобы вас как предупредила о чем-то. Нет, тут в разных плоскостях находятся такие символы, которые нас от чего-то предостерегают. И я должна сказать, вот единственное, в нашем пасьянсе мы можем складывать те значения, которые расположены в крайних рядах по вертикали и по горизонтали. И вот цепи, сердечная тяжесть. То есть, может быть, даже для кого-то из вас, вам самим придется как изменить мнение о чем-то, о ком-то. Это всегда наши мысли или былые какие-то рассуждения, которые так подзастряли в нашей душе и вызывают, или смятение, или эти самые сомнения. Поэтому будьте реалистами. Здесь для вас что-то складывается с очень знаковым плюсом. Не упустите, хочется сказать, эту возможность. Может быть, это и будет возможность, связанная с тем, что вам решиться на что-то придется. Я ведь этого тоже не исключаю. Вот не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем дальше. Что нам еще дальше? Что будет дальше?
Пусть нам карты раскроют, как изменится ваша жизнь в мае. Что скрывает будущее? Мы достанем основные 4 карты, как основные сферы жизни. И первая наша карта будет касаться любовь, личная жизнь. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие львы? Вторая карта – финансы, что тоже будет меняться. Ну или вы будете что-то обустраивать. Достанем еще одну карту, которая в целом будет олицетворять энергии ваше благополучие. И как изменится ваша жизнь, карьера, работа, ваши достижения, личное творчество, важные встречи. Ну или банально кто-то документы готовит. Итак, давайте будем узнавать, как изменится ваша жизнь по части любви, личной жизни. Шикарно, мои дорогие. Ну, где-то очень символично, что карты цыганского старинного пасьянса, они вторят, да, совпадают эти энергии. И мы знаем по десятке пентаклей, это взаимодействие. Причем здесь у нас поколение несколько уже показано. Это сама по себе семья. Это, безусловно, единение души. Когда друг к другу мы относимся как именно к партнеру достойному. Мы когда вместе с любимым человеком на одной волне. Для тех, кто из вас один или одна, может быть, я не исключаю, все-таки тут у вас солнце, может быть и важная встреча какая-то состоится, или важный разговор. Я допускаю, что есть и те, которые находятся в обратной, да, ситуации. Ну, жизнь, она самая разная, и не всегда то, что объединяет, да, как бы один знак зодиака, он ведь не говорит, что именно у каждого из львов будет что-то вот в этом ключе. Может быть, кто-то находится в стадии развода, к примеру, да? Такое вполне вероятно. Но, может быть, вам, кстати, придется договариваться с человеком, проводить, как и правильные параллели, учитывать желания кого-то, ну и, понятно, свои собственные. Но эта карта говорит, что мы можем договориться. Она уже по себе сама говорит, десятка все-таки, да, это как завершение где-то, итог. Он вас будет радовать. Поэтому для кого-то из вас это будет как раз ознаменовать встречу, может быть, важную для тех, кто один или одна и желает уже завершить свое одиночество. Для тех, кто в паре, может быть, и будет на личную жизнь. Ну, я допускаю по десятке пентаклей много каких-то дел. Возможно, и придется какие-то согласования, мелкие дела вам осуществлять, но это если вы даже один, то больше прогресса или больше радости от полученного итога. А для тех, кто в паре, тут вообще какой-то может быть очень вдохновляющий и результативный интерес. Может быть, для кого-то из вас основная составляющая – это финансы. И может прийти помощь от кого-то из ваших близких. Вот я этого не исключаю. Я не исключаю, что, возможно, и к вам обратятся за помощью. Но нет, не хочу я доставать дополнительные карты, поэтому оставим это значение как в виде энергии, да, как архетип карты, которые перед вами именно на личную жизнь открывают новые возможности. Но вот давайте откроем финансы, хотя первая карта включает в себя финансы. Карта мага. Маг – это тот человек, который великий практик. Может быть, это где-то вам придется старший аркан. Вот как я говорила, проводить правильные параллели. Есть ваше желание, есть желание или, может быть, устремление какого-то другого человека. Даже при том, при всем, что вы допускаете, что человек поступает как-то по-своему. Ну, значит, в каком-то взаимодействии, мои дорогие львы, на финансы у вас будет определенный интерес. Это факт. И я больше вижу, что это вас олицетворяет карта, когда, правда, вот выстраивать, может быть, те взаимоотношения, потому что вам это выгодно по финансам. Вполне вероятно, вам кому-то из вас это будет как знамение к тому, что нужно договориться с руководителем. Причем и себе не сделать со знаком минус, но, видимо, и учитывать, может быть, особенности характера. Или, как вот, понимаете, маг ведь он ни с кем не конфликтует. Маг – это тот, который очень быстро сам по себе меняется. По сути дела, вот эта карта, кстати, может знаменовать для кого-то из вас конкретного человека на финансы. Может быть, есть такое взаимодействие. И в некоторых колодах указано в одном углу буквально прорисован знак Юпитера, а в другом близнецы или дева. Но вот может быть и есть такой человек, или рожден под солнечным знаком, или это асцендент, и вам с ним придется выстраивать
правильные взаимоотношения. Но это может быть также перемены, к которым вы должны адаптироваться по финансам. У вас сильная позиция, об этом карта говорит. Ну так ты будь как будто лев настоящим магом и волшебником для себя хотя бы. То есть, может быть, нам не придется что-то, вот знаете, как резко отрицать или что-то резко оспаривать. А я допускаю, финансовый интерес для вас может быть именно таким, когда какой-то обходной маневр придется делать. Или рассмотреть как новую точку взаимодействия. Может быть, это даже как новая игра какая-то, которую вы сами для себя установите. Но я так абстрактно говорю. Игра подразумеваю скорее способ действия, способ взаимодействия с конкретным человеком. Раз выпадает маг, значит, все-таки есть конкретная персона, которая совпадает с вашими интересами, которая вам может быть полезна. Но и человек может мыслить точно так же с позиции пользы, с позиции практики, мои дорогие. Но это будет символ говорить о том, что для тех из вас, кому нужно решить какой-то финансовый вопрос, и может быть сложное, путем договоренности вы как раз и можете вот для себя обрести вот эту финансовую независимость, финансовую стабильность или решить даже очень сложный вопрос. Ваше благополучие давайте. Ух ты, еще один старший аркан. Императрица. Карта императрицы очень емкая карта, которая будет говорить, конечно, и для вас, мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни. Мои дорогие девочки, кому это целесообразно по возрасту и поставленным целям. Может быть, это карта, когда вы ждете ребенка, я такого тоже не исключаю. Ну, понятно, не для всех. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, неважно, какого возраста, тут уже я для всех говорю, это ваша семья, это ваши дети. Или это ваше какое-то творчество, потому что творчество всегда сопровождает императрицу. Да, нам говорит, надейся, дорогая, сама на себя. Есть в этом все-таки определенный смысл. Может быть, вот это вот, знаете, вроде как возможности есть, но не все так просто. Не все вот просто как мы хотели бы, оно вот так не складывается. Конечно, по этой карте идет и чувствительность, и щедрость. Ну, идет и интеллект, и изобилие, процветание, где-то у вас это выпало. Но вот старший аркан мага все-таки говорит о том, что императрица, она у нас единственная, наверное, карта в колоде, которая умеет договориться даже со сложным императором. Пусть пока у вас не выпала эта карта, но император я, по крайней мере, часто говорю, это, знаете, порой олицетворение тех людей, которые рассуждают с позиции «есть два мнения, мое и неправильное». Вот и все. А императрица умеет провести правильные диалоги, мои дорогие. Может быть, для вашего благополучия. Не только благоустройство дома или планируемый переезд. У кого-то и так может быть старший аркан. Может быть, это вторичный доход, вторичная занятость. Или когда вы даже вверху у нас аркан десятка пентаклей, когда вы со своим любимым человеком, ну, правда, семейный бизнес кто-то с учетом вот таких карт шикарных. Тут можно, знаете, как первые шаги или какую-то идею вместе задумать. И это может быть очень интересно для кого-то из вас пара. Когда, да, люди все самодостаточные. Пусть это вы и ваш какой-то человек, если мы говорим личная жизнь. Старшие арканы можно всегда на разные сферы жизни перекладывать. Это, знаете, на нас влияет абсолютно на все сферы жизни. Все взаимосвязано у вас как-то в мае будет. К этому приготовьтесь. Но ведь тогда тут может родиться шедевр из какого-то союза, правда? Великолепно, императрица, маг. Причем каждый понимает, что да, есть сфера моих интересов, есть мои приоритеты. Но это уважение, наверное, к компоненту и понимание, что у него-то тоже какие-то свои приоритеты. Но на благополучие в целом карта императрицы, что может быть лучше. Ну и вообще при этом сочетании. Ладно, ваши достижения, ваши планы, карьера, встречи, договоренности, документы. Будьте готовы к неожиданностям. Рыцарь жезлов, когда у нас вокруг нас что-то может меняться. Неожиданные новости, неожиданные предложения. Неожиданная, кстати, смена графика работы. Неожиданные путешествия или просто короткие поездки. Вообще это карта скорости. И поэтому тут будут неожиданные моменты, как, к примеру, вот даже банально, позвонили с работы, выйди, допустим, завтра, а у вас завтра какой-то выходной уже как бы планируемый, да?
И вот вам как будто придется перестраиваться. По этой карте сразу идет совет. Ну да, такое железо пока горячо. И как будто не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Но тут, конечно, у каждого по-своему, с чем это связано. Кто-то банально задумается о переезде, о смене работы или как сменить, хочется сказать, пластинку, да, вот как будто самого себя или саму себя переориентировать на что-то новое. Может быть, десятка жезлов, опять же, жезлы, дела, работа, бизнес, и откуда к вам приходят деньги, правда? Вы можете всерьез задуматься, более того, вы сделаете конкретные шаги по направлению к дополнительному заработку или будете искать просто дополнительные источники дохода, потому что как будто льву нужно выйти из какой-то подвешенной истории. Какой-то, может быть, или даже это пусть жизненный сюжет, все-таки старший аркан, у кого-то будет означать долго тянущаяся какая-то история или какая-то долгая неразбериха. Может быть, даже это тут действительно возрастает ваша роль, мои дорогие львы и львицы. Возрастает ваше влияние, может быть, даже в коллективе. Или ваше воздействие на конкретных и определенных людей. И я не исключаю, что будет просто интерес в вашу сторону, в ваш адрес, к вашей персоне. Ну так и вы, то есть точно с таких же позиций рассматривайте. Не просто, как знаете, само по себе вдохновение или не просто, как знаете, когда в вас кто-то заинтересован, а вы для себя ищете тоже такие же интересы. Где-то карта мага к этому обязывает. Но и не допускать того, тут наоборот разрешать такие вопросы. Ведь карта повешенного иногда говорит о зависимой ситуации. А то, что мы, ну, вот находимся как ехали-ехали, я часто говорю, и как упираемся в какую-то стену. И нам отсюда либо направо, либо налево. Мы должны какой-то однозначный выбор сделать. И вот тут по части достижений могут происходить метаморфозы в виде неожиданных событий, неожиданных новостей. Я не исключаю, что может быть и предложение, вот как я сказала, по работе. Или когда информация, как в средствах массовой информации, все-таки старший аркан дает вам возможность что-то переиграть. Вот именно переиграть. Завершить долго тянущийся сюжет, который, может быть, это вы себя чувствовали словно в западне. Такого тоже не исключаю. Прогресс сам по себе у вас на пороге. Ваши достижения, как изменится ваша жизнь. Ну, сомнения, видимо, они неизбежны. Мы можем как будто обдумывать и так, и эдак. Или будем где-то, есть такой момент, вы будете, можете, по крайней мере, проводить аналогии с тем периодом, который был прежде. А на нас еще так влияет Сатурн, мои дорогие. Мало Уран у нас в Близнецах, но весь 2026 год он проходит именно под эгидой Сатурна. Что я имею в виду? Вот сейчас в мае у нас Сатурн, а Сатурн это планета, которая символизирует как владыка времени, Кронос, да? Или это владыка кармы, владыка судьбы. Так вот, до конца июля Сатурн у нас в прямом движении. Но он находится в тех градусах, как он находился даже еще в конце 2025 года. И о чем? О том, что какая-то прежняя история все-таки оказывает на нас влияние. Более того, с конца июля по 11 декабря Сатурн переходит в ретроград. И это, ретро мы знаем, что это опять дежавю. Поэтому где-то есть та история, у каждого в своей сфере жизни проиграется, которая нам знакома, может быть, знакома до боли, но быстро, вот как будто мы что-то не решим. Это касается абсолютно каждого знака зодиака. Вполне вероятно, и мы, вот вы, да, вам выпадает карта искаженного восприятия, и это на достижение. Вы будете действительно что-то обдумывать. Стоит мне за это браться или нет? Стоит мне на что-то соглашаться или нет? Стоит ли мне что-то рассматривать? Но по этой карте будьте реалистами, потому что нас как будто, может быть, прежние переживания или прежние неуспехи. Вот, кстати, они могут накрывать где-то эмоционально, ведь это где-то больше эмоции, которые утрамбовались в нашей душе. И ситуация это закончена. Этого нет в реальной жизни. Но мы как будто сами воспроизводим какую-то прежнюю историю. А тут наоборот нам карты говорят. Вот трансформация в том и заключается, что у тебя завершается это прежнее.
история или прежний какой-то сюжет, это точно. И вам придется, может быть, пересматривать. Вот я уже где-то говорила по предыдущим картам. И этот смысл я сейчас снова повторю. Посмотрите, шикарная карта, когда дружба растет, да? Поэтому для кого-то из вас это долгие отношения с конкретным человеком. Может быть, это отношения, хоть и чаши, это история взаимодействия вас и руководителя. Вот, ну, мы все разные, дружба, по сути дела, нам в карте показана. Вот у кого-то трансформация дружбы, у кого-то трансформация отношений. Но я говорила, есть какая-то важная персона, которая для вас будет как минимум до конца года, ну, важна, может быть, как ваша взаимосвязь, или вы будете видеть какой-то свой интерес в этой истории. Для кого-то это будет сотрудничество, партнерство или создание собственного бизнеса, но это будут тогда партнерские отношения. Продолжение какое-то следует, но, видимо, трансформация касается того, что вы эти отношения должны не вспоминать что-то былое, а именно рассмотреть для себя какие-то более полезные варианты. И, возможно, кому-то из вас придется себя, ну не то что уговорить, а вот именно рационально, холодной головой, может быть, буквально на бумаге, написать плюсы и минусы, но все же пересмотреть. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии, за вашу помощь и поддержку моему творчеству. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.